сеанса. Хорошо, нормально слышно? Без эхо уже, да? Да. Раскрыть все контракты с антимиром, убрать все подключки, импланты, чипы из моего эфирного тела, убрать всех интерферентов из моей энергосферы, закрыть порталы в моей энергосфере. На данный момент проявляются приступы психоза, в снах проявляются сущности, и снова сексуальные сюжеты, поцелуи, насилие. Очень мало, это у меня уже единичный был случай, но все равно это есть. Несколько дней назад был очень четкий сон, дней 4 назад. Меня сковала сущность, я не могла двигаться, будто меня обвела змееподобная рептилия. Я четкий такой, сознаю, что я во сне, пытаюсь там опять светом воздействовать, в общем, атакуют еще они меня. Хочу избавиться от проявления всего темного, что принадлежит антимиру. Хочу восстановить свою светоносную структуру, раскрыть свой светоносный потенциал согласно законам Творца и нашей священной Вселенной. Восстановить альфа-генетику, вернуть частички души из всех пространств и времен, где я теряла их. Всю карму отдаю антимиру. Хочу выйти из мертвой матрицы антимира и вернуться окончательно в светоносное пространство Первотворца и нашей священной Вселенной. Отменяю в эфирном пространстве отношения с Константином, с которым многие годы была иллюзия любви. Эти отношения начались 24 года мне было. Я отменяю его негативное влияние на меня, отменяю мое негативное влияние на него, прощаю себя и его. Негармоничные отношения с Константином были следствием моих программ, которые искажали во мне видение действительности. Эти программы были связаны с воздействием моей мамы, в том числе, которая в детстве не дала мне любви и внимания. Я росла как волчок, одиночка, не научилась строить отношения с людьми. У меня были на тот момент внутренние блоки, которые не давали гармонично общаться. Это все помешало мне разобраться с моими чувствами Кости и понять, что нет никакой любви между нами, что все это иллюзия, что я попала в ловушку. Я прощаю маму Валентину, прошу прощения у нее за все огорчения, которые я ей причинила. Также оказали влияние вызывания духа в детстве и юности, которые активизировали темные процессы в моей энергосфере и повлияли на мое эмоциональное состояние. Спровоцировали у меня гнев, нанесение проклятий, нежелание жить, безысходность, ощущение тупика и психоза. Отменяю отношения с Денисом, которые длились 10 месяцев, мне было тогда 23 года. Отменяю свое негативное поведение в этот период, скандалы, психозы, истерики, приступы злости, безысходности, нежелание жить. Отменяю бессонницы в этот период, из-за которых у меня были психозы очень сильные, истерики. Мама тоже не выдерживала моих состояний, я могла ночью расплакаться, рыдать. Она срывалась, кричала на меня. Я прошу прощения у мамы и прощаю ее. Прошу также прощения у Дениса за причиненную ему боль. Прошу прощения у себя и сама прощаю Дениса и себя. Отменяю все взаимодействия с парнями во время моей учебы в университете. Мне было 17-22 года. Причем 17 лет у меня начался полный трэш. Я совершенно не умела строить гармоничные отношения ни с парнями, ни с подругами. Это было следствием недолюбви в детстве, в том числе игнорирование моего воспитания со стороны родителей. Было много детских блоков, застывших стрессов. На моих глазах бабушка унижала дедушку, мать унижала отца. Это послужило очень плохим примером для меня. С парнями я вела себя легкомысленно, легко вступала в интимные отношения, сразу потом отвергала парня, разочаровывалась в нем, делала это грубо и бесцеремонно. Сразу же начала болеть голубыми инфекциями. Где-то лечилась, где-то не знала об этом и заражала своих партнеров. Отменяю все эти случаи, прошу прощения у тех, кого я заразила, прошу тех, кто заразил меня. Прошу прощения у всех парней, которых я обидела, причинила боль, насмехалась. Отменяю все случаи интимных контактов с парнями в период моей учебы в университете. Отменяю все случаи насмехательства, унижения, подтрунивания над своими подругами в студенчестве. Прошу у них прощения за причиненную боль. В наибольшей степени у Натальи, Ольги, Натальи и Ларисы. Прошу прощения у моей мамы за причиненную боль. Прощаю ее за все случаи злости, раздражения, отвержения, неуважения с ее стороны, начиная с самого моего рождения. У моей мамы было тяжелое детство, юность. Она тоже не видела примеров любви, ласки и гармонии. Отдельно прошу прощения за те случаи, когда мама навещала меня в общежитии во время моей учебы, я ее очень сильно тогда обидела. Также я не выдерживала нагрузки, когда мама умирала. У меня были тоже такие состояния. Наговорила ей ужасных слов. Прошу прощения и прощаю ее. Хочу рассмотреть ситуацию в коллективе на моей работе. Отменяю все случаи, когда меня обижали, унижали, травили, поливали грязью, злословили в мой адрес. Отменяю свой гнев, обиды, пожелания возмездия обидчикам. Забираю свою энергию из всех этих ситуаций. Прощаю обидевших меня сотрудников, прощаю их и прощаю себя. Отменяю ситуации, где я злословила, обсуждала и обижала сотрудников, где я насмехалась, потрунивала над ними. Прошу прощения у них. Отменяю все случаи агрессии, которые я проявляла в отношении сотрудников, друзей, родственников. Прошу прощения за это.
Отменяю свои детские обиды на маму, отменяю все случаи, когда я получала энергетический удар от мамы, унижение, стресс, психологическую травму. Отменяю свою закомплексованность, чувство одиночества и ненужности, заниженную самооценку, которые были обречены вследствие детских травм. Хочу заново прожить детство и юность в хороших отношениях с мамой и папой, в любящей и гармоничной семье. Отменяю все стрессовые ситуации, связанные с животными, отменяю всю боль и переживания за собак, кошек и других животных, а также все скандальные случаи, связанные с кормежкой собак и кошек, когда запрещали кормить на работе, возле дома. Прошу участников этих скандалов, прощаю участников этих скандалов, прошу прощения у всех, кого я ввела в искушение своим поведением. Отменяю все случаи взаимодействия с моей подругой Натальей, в кавычках, подругой. Когда я обращалась к ней за помощью, принимала ее подарки, просила посмотреть мою энергетику, просила вылечить. Запрещаю ей в моем эфирном и физическом пространстве применять магию, воздействовать на меня, считывать информацию, прибрасывать карму. И последний аспект. Прошу посмотреть, в каком пространстве умершая бабушка Дарья. Узнать, в каком она пространстве, передать алгоритмы освобождения. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Вижу какую-то колбу, как такая резиновая, как будто бы черная, которая как кого-то вот затягивает, как будто бы за ухо, за правое, втягивает туда внутрь и втянула. И кто-то полетел туда, да. Хорошо, Виктория, отсоединяйся от всех и всего, поднимайся максимально вверх. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Юлии. Юлия, 1, 2, 3. Я вижу, что это она. Угу. У нее есть вот здесь, где голова, как валик такой черный. Это похоже, знаешь, как это шарики, которые надувают. И такая резиночка плотная, чтобы можно было этот шарик надуть. И от этого валика черного, там, когда я посмотрела внутрь, там буквально как будто бы жуки какие-то, все вот это. И запутано такие энергии черные, как какая-то пружинки, вот что-то такое. И утягивается такой, как мешок через этот портал, огромный эгрегор. А считывается эгрегор зла. Женя, ты здесь? Да, да, Виктория, я здесь. Я думала, что уже куда-то все ушли. Нет, с тобой. И время от времени вот она вот так, какая-то ее часть, как будто бы ныряет вот туда, сквозь этот портал, к какому-то зеркалу. И она вот так смотрит на это зеркало с опаской. И луч отбрасывает это зеркало. Угу. На сектор будущего. Вот. И подключка идет к сексуальной чакре. Тоже черная. В сектор интерферентов тоже. Угу. Вот две такие огромные подключки. Угу. Хорошо, Виктория, отодвините ситуацию. Да. Считай эфирная ДНК. Юлия ли это? Да, это она. И я вижу, что у нее на глазах какие-то, как бинокли, какие-то вот такие штуки, импланты. И она вот так смотрит, вот так внутрь. И оттуда идет такое слово, как медитация. Угу. И в секторе магии находится такой символ, который как будто бы она сидит и медитирует. Такой, как силуэт такой, в таком кружочке. И когда она это делает, то кто-то в секторе магии, вот, который
связан с этим эгрегором, он как вышел оттуда, буквально смотрит вот так. О, эта женщина, вот, слышу, Наташа. Угу. Вот так вот. Хорошо, Виктория. Спроси у Юлии разрешение потрудиться с ней и для нее. Она говорит, разрешаю, и у нее такие черные шары вылетают в сторону интерферентов, как будто бы она стреляет из пулемета с них. Пух-пух-пух-пух, вот так вылетает. Угу. Говорит, что она разрешает разоблачить себя, говорит, увидеть себя, говорит, нагишом. Берет, показывает на эту толстенную подключку к сексуальной чакре. И от этой, оно буквально как будто шланг огромный. И там в этом эгрегоре как будто бы вот так пух-пух, как будто бы вдавили каких-то мужчин. И идет такое, я всех их удовлетворила. И вот они так вот все приплюснуты к этому эгрегору, и у них подключки, вот все их эти достоинства, все идет, подключка, энергия черная утекает. И, естественно, я вижу, что в один источник у них забирается энергия, и у нее. И там внизу находится, я слышу, Константин. Среди этих нескольких Константин. Угу. Считывается как упырь, ублюдок. Вот это дух в нем. Я не о человеке так говорю, Угу. а о тех программах, которые руководят им. То есть он позволил взять верх этим сущностям темным. И от него идет информация, типа от этих духов. Я ее кастрирую. Угу. Вот. Что это значит, кастрирую? Когда это значит, что вот где голова, слышу шизофрения. И в 6-7 чакре, вот так здесь, в голове такой, вот этот, как гнездо, как ободок такой. Эти запутанные такие все, оно считывается как концлагерь. Считывается задушить. Оно вот так вот, как напирают эти энергии. А внутри этот стержень, он считывается золотой. Выглядит как какой-то просто прозрачный. Считывается золотой. Золотое сечение разума. Угу. И они, вот эти черные энергии, вот эта запутанность, оно вот так вот стягивает, сдавливает вот этот золотой стержень. Да, золотую основу неприкосновенности. Слышу неприкосновенности, различия. Угу. Так, что это за энергия, которая сдавливает? Хозяину этой энергии я приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Появляется какая-то сущность огромных размеров вот в том эгрегоре, бесформенная, вот такая какая-то силуэт, четко виден рот, как будто бы рот такой, и подключка к сексуальной чакре. Так, дух сначала был большой, и потом резко уменьшился, когда я начала рассматривать его, и кто он такой, спрашивать имя. Угу. Оно считывается люциферианское,
сознание, убыток, потеря. И вдруг услышала, как звон бьющейся посуды. И почему-то вот так. Из сектора магии как будто бы чашку кто-то кинул разбитую. Кто находится в секторе магии, приказываю проявить согласно физической ДНК. Ну, вот это слышу упырь. А фактически это на физике, это Наташа. Она вот так делает, как будто бы сидит и левой ногой вот так тых-тых-тых-тых-тых, как эту прялку прядут, как шерсть прядут, например. А на этом веретене каком-то, как по центру, Юлия сидит. И с нее вот такие веревочка повелась в сектор принятия решений. Так. И там я слышу, что она отдала упырю свою душу. И вот показывает вот то зеркальце, которое я видела в самом начале, которое отбрасывает свет, Луч. а фактически, да, оно считывается как тень. Отбрасывает вот эту тень, а оно одновременно, оно отбрасывает тень, и там от этой сияющей тарелочки, так скажем, такой лучик идет ее божественная энергия, которая связывает вот эту потерянную частицу, считывается проданную, с высшим я, с высшими аспектами души. Угу. И снова я слышу, отдала душу упырю. Угу. Давай посмотрим, Виктория, на физике, что это было, когда она продала эту душу, отдала упырю. Что происходило? В секторе интерферентов, прямо вот там, где это зеркальце, такой... И такая картина разыгрывается, как будто девушка бросилась на шею какому-то парню. Светлая девушка. Вижу, что это она. Ну, вот так, как будто бы вот такие программы. Она бросилась ему на шею. Угу. И в этот момент как-то у нее такой каблук черный на пятке. Это потеря силы, я слышу. А он черный такой, оборачивается от нее. И этим каблуком она разбила то зеркальце, которое там находится. Так, каблук. И я слышу, да, что она создала в этот момент, эгрегор, считывается собственной силы, в кавычках, вот эта черная энергия, как будто такой пепел черный, вот так поднимается. И в основе лежит какая-то ситуация. Да, я вижу. Она говорит, мы с братом молились. Они встают с колен. Угу. Давай, Виктория, посмотрим, что произошло в эфирном плане, когда они молились. Когда они молились, у них в эфирном плане над кроватью, как будто бы над кроватью, висит чей-то портрет. Какого-то дедушки. Так. Считывается дедушка Ленин. И отсыл идет как ледяная такая шнурочек такой в сектор магии. В секторе магии я вижу находится картина. Не картина, а ситуация в эфирном, программа такая, что это маленькая девочка Юлечка. Считывается Юлечка.
целует вот этот портрет. Он как из такого льда, как слюда, как лед. То есть это программа навешивания. Так, что это? Так, сейчас я посмотрю. Что это за программа, Виктория? Суть программы. Так. Оно так, отдать любовь как бы не тому, кому нужно. Налево. И она показывает вот это зеркальце. Угу. Она показывает зеркальце, и вижу, как она поворачивается в животе у мамы. Угу. В животе у мамы она, ну, как плавает, знаешь, так повернулась. И вижу, как мама стоит, как будто возле стола на кухне, вот так вот, да, на кухне стоит. И папа сидит, а она вот так этим черным пальцем, она подключена к какому-то этому же демону. Я слышу, что идет передача функций мозга. И мама вот так этим указательным пальцем, вот так как сверлит этот стол. Что-то отцу доказывает, типа командует им, что-то такое идет. То есть ее программы негативные. Я слышу отчуждение от света. В этот момент происходит, и вижу, как этот ребенок внутриутробно, эта негативная энергия просто вот так проникла. Даже звук слышу, это как будто в воду еще какая-то вода черная проникла. Эта энергия, она забурлила, и она вот так пошла по позвоночнику и в голову. А по позвоночнику получилось, как образовался такой хвост. Вот это, как говорят, ведьмин хвост, то на самом деле это та подключка, которая уводит человека от реального мира в потусторонний. Вот эта подключка произошла. А на голове у ребеночка образовался вот этот именно имплант, как гнездо вот это. Считывается материнский шабаш. Что это за шабаш материнский? Суть? Сейчас я посмотрю. Она находится по отношению к Юле в тот момент в секторе магии. Считывается пренебрежение конов равноправия. Угу. Так. Она в этот момент, будучи беременной, навязала своему ребенку вот эта воля уйти со мной. Она говорит, то есть эта программа темная, этот дух говорит уйти со мной. Так, я этому духу приказываю проявиться и отвечать сутью, кто он такой. Так, проявился какой-то синевато-черно-синий силуэт, крылья, как будто бы у него, как у этой мыши летучей, косточки прямо видно, обтянуты кожей, какое-то правое крыло, как сложенное вот такое страшное, синее. Так, он черно-синий, как черт, с рылом свиным, с рогами, с копытами, начинает прятать, и у него, он прячет вот где его считывается сифилис. А это, ну, где пиндер его типа. Угу. Вот. Так, кто это? Приказываем отвечать. Название ли? Так, это не главный. Он находится в секторе магии. Это дух. Да. Хорошо. Кто
кто хозяин этого духа, самому главному приказываю проявиться в его пространстве согласно его эфирным ДНК. Ой, сейчас. Сейчас я оттолкну его. Закрывай его. Налетело Да. что-то вот такое по пространству, полетело, как огромная какая-то птица с крыльями. Огромный ангел, и где-то там остановился. Я его так Угу. толкнула обратно, и он где-то на какой-то, считывается, планете остановился ногами. Странно. Так, кто он? Приказываем отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Считывается как какое-то чучело, потом пугач, слово пугать. И я ему приказываю проявить его истинное лицо. И внутри проявляется какой-то как гномик, маленький синий человечек с таким с шапочкой наверху, на голове. Говорит управитель снов. Но он тоже еще не главный, потому что от него тоже тянется еще ниже подключка. А кто это он, интересно? Я такого не видела еще. Управитель снов. Угу. Давай посмотрим, кто он такой. Я слышу кадуцей. Так. Слышу симфония души. Это дух, программа, стержень. Вот это имеет отношение. Я вижу, что вот эту золотую иглу, стержень этот золотой, он обвивает со всех сторон, как будто змея, как две змеи. С одной стороны это он, вот это синяя энергия, а с другой стороны это вот этот дух черный. Интересно, есть ли у них какое-то более плотное тело в каком-то измерении? Так, есть. О! Вижу скала. И открывается из скалы такой, как как портал. Эльф. С острыми ушами? Да. Странно. Гора такая высокая, а он раз открыл как дверцу в этой горе, а там как бы ничего нет, как бы на скале просто. А как эта гора называется? Есть у нее название? Я слышу повсеместно. Понятно. Слышу сущности низшего порядка. Что это за эльф? Что это вообще такое? Интересно, да. Так, надо его к стеночке прижать, пусть порассказывает. Хорошо, прижму его к стеночке. Пусть дорогой рассказывает, кто он такой и что здесь делает. Он говорит, что они живут в другом измерении, менее плотно. Называет себя Кадуцей. Кадуцей измерение. Что такое Кадуцей? Вплетается в генетику. Он берет вот это, показывает, как светлые чистые энергии берет, и вот так об коленко, и оно с таким этим ломается. Буквально говорит, что ломает психику. Говорит, что они видят невиденное, но то, что мы не видим. И говорит, что они слуги дьявола.
И я ему приказываю рассказывать, а он говорит, это быстро все происходит. Он говорит, показывает, что он внутри пустой. Там, где сердечная чакра, там как провал такой. И там вот этот дух жуткий. Я ему приказываю убираться. Так, а кто же этот дьявол, интересно? Слуги дьявола. Так. Я отсоединяюсь от этих. Хорошо. Отсоединись от этих, поднимись повыше. А ниже его находится как змей. Считывается дракон. Кто это считывается пространство драконов. Он как будто бы завис в пространстве, как будто бы, знаешь, парашютист. Есть люди, они прыгают с парашюта, но на какой-то высоте они зависают на потоках воздуха. Вот так этот дракон парит, у него много голов. Так, сейчас я посмотрю. А от него идут, от живота этого дракона идут такие, как лучи, уже светлые, вниз. А там внизу к каждому этому лучу привязано какое-то существо, вот этот черт. И прыгают они там. Они там, вот этот шабаш. Как ведьмы шабаш делают. Тут беспорядок. Так, вот этот свет идет каждому из этих существ, да? Да, это вот эти палочки поломанные, которые, они считываются как огрызки света. То есть идет как подпитка от этого дракона? Да, от этого, а это дракон. Когда я смотрю на него, то это все программы, это все духи, программы. Оно считывается как сейчас убить можно дракона только если убить все головы сразу. Потому что когда по очереди отбивать, то они прорастают заново другие. Так, а хозяин этой конструкции всей? Подожди. Виктория, вопрос. Вот эти головы, это как отдельные программки, получается? Это эти как головы. Духи отдельные, да, программы, духи. Считывается каждая голова. Это как взаимодействие с питоном. Угу. Все сразу. С питоном. Взаимодействие с питоном. И фактически какой-то там внизу питон. Огромный змей. Кто это огромный змей? Приказываем отвечать. Вот там где-то он как бьется как-то хвостом. Скручен вот так. Тут хвост бьется, а голова как будто бы протянулась и через все эти пространства и как бы закончилась вот в голове вот этим гнездом так называемым. Так, кто это? Очень в низком пространстве. Он так и звучит. Глобальное зло. Источник глобального зла. Дьявол. И там вижу, что в кольце в этом, как в гнезде, какое-то пятнышко светлое. А это свет души мерцает. Вот так. Пум-пум. Еле-еле. И считывается там Юля. Ее лицо вижу. Вот где свет души ее находится. И считывается, продалась дьяволу. Так, хорошо. Где этот контракт? Где она продалась дьяволу? Давай найдем его. Вижу ее девушка, считывается студентка. Правая коленка подогнула.
стоит возле какого-то стола, как будто бы стол такой большой, и поднимается вверх, 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 и как будто бы на уровне ее рта переворачивается, и считывается, что напоил ее. И блудом. И она вот показывает эту подключку к сексуальной чакре. И снова слышу, когда смотрю туда, что утолила жажду Люцифера. То есть и отсыл идет к этим мальчишкам. Вот. И осчитывается, утолила жажду Люцифера. А все эти мальчишки, у них к их достоинству все такие прямо как будто приделаны огромные инструменты с трубками с такими. Так что видно только живот, на которых, а на животе вот этот Костя вот стоит, так и звучит. Вот он. А на животе, там, где это его хозяйство, уже его там и нет, и не видно, и только видно такой, как инструмент большой, как будто бы с такими закручен. Это точно как вот трубы прикручивает к чему-то. Вот. Так, давай посмотрим на договор этот, на контракт, на что согласилась Юля. Снова вижу какой-то момент, что она кому-то бросается на шею. Считывается повеситься. Ну, типа повеситься на шею. И вижу, она пишет какое-то письмо. Пишет «Уйду из жизни». Да, идет, что она в какой-то момент ушла, как будто бы решила умереть. И если уж умирать, так умирать весело. Вот это пошло такое. Компенсация, то есть компенсировать вот эту безнадежность, безнадегу. Зацепилась это вот на этот момент. То есть главные вот эти сюжеты. И вот она вот целует этого дедушку Ленина во время молитвы. Ну, не во время молитвы, а туда пошли ее молитвы. А он главный упырь. И фантазер считывается. Ну, вот этот дух его. Ну, вероятно, учили детей так. Не знаю. Вот что вижу, что говорю. Хорошо, спроси у Юли, видит ли она вот эти все ситуации. Скажи ей, как все было. Она видит и показывает снова ту ситуацию внутриутробно. И проявляется ее высшее я в секторе миссии, которая как будто бы вот буквально это все начинает разгребать, чтобы достать вот это яйцо, которое там у этого глобального зла внутри светится. А в этом кольце, яйце, вот эта иголочка, которую я видела, золотая, золото это, сердцевина. Золотое сечение, типа? Да, да. Она говорит, это мое. Так. Она говорит, это мой таблет. Сейчас я посмотрю, что это такое таблет. Говорит, это моя таблетка. Я подумала, таблет это телефон такой или это лекарство. А это противодействие, противоядие на то, что вот этот стол, она предложенный дьяволом, этот стол, да, она как съела его, выпила, то есть приняла это все предложение дьявольской системы.
И это звучит «уличить себя во зле». То есть, говорит, это ее контракт – распространить свет. И буквально вижу, как с этого яйца, от этой сердцевины, просто вот так как-то с таким треском отталкиваются такие части, как ржавчина какая-то, вот так слаиваются с треском. Вот, и освобождается энергия, свет. Мгм. И когда этот свет освобождается, то вот этот дьявол, это источник глобального зла, это ложь, лжец, он так выходит из него. Считывается, что буквально из чресел. То есть получается, что и вот этот кадуцей, это все уходит, и оно все вот так вот как размякло, все теряет энергию и разрушается. И этот эльф, который вот справа был, Мгм. как-то уходит, и там вот эта черная полоска в сектор магии. Я вижу, что эта Наталья фактически прицепила ей этого эльфа. Вот Наталья там сидит и ногой, ну, короче, Придет колдует. что-то там, да? Придет в новую реальность. Эту фантастическую, демоническую, магическую. Короче. То есть она... Я не вижу, чтобы она делала какой-то ритуал, но ее программы это действуют, работают сами по себе. Мгм. Так, хорошо. Пусть Юлия приказывает этим программам, которые у Натальи воздействовали на нее, приказывает им забирать их все воздействия, отдает карму. Так, я слышу, она говорит, я ухожу от упыря, и одновременно она выходит с этой прялки, где-то Наташа придет, Мгм. и вижу, что у этой Наташи левая нога как-то странно светится. И Юлия говорит, это мое? О, это ее разрешение. То есть энергия ее разрешения перешла в левую ногу этой Натальи. И она развязывает как узел, и все, эта Наталья улетает, уходит. И в этот момент я вижу, как черная лента у нее уходит изо рта. И снимает она вот эти импланты. Я передаю, что ее рациональная часть отказывается бросаться на шею, образно говоря, этим всем мальчикам, и отказывается вступать с ними в контакт. Она говорит, что я больше не их. И как будто подтягивается так сладко, выспалась, отвязывает. А как ее этого жениха первого на «вы» как-то? Виталий или где-то он мелькнул? Ну, там Денис какой-то был еще. Какой-то Виталий уже второй раз мелькнул. Я передаю ей, что ее рациональная хочет, и вот я вижу, как она буквально перевязывает вот этот символический пинтер искусственный, вот, и отрывает от себя, и просто из себя вытащила этот черный, как будто бы из себя она вытащила вот этот черный эгрегор. Вот этот был, оно вот так выглядело, как будто бы шарик отсюда в голове и пошло туда, а вытащила наоборот из нижней чакры. Вот то же самое, и в этот момент она
Я вижу, как освобождается, как лампочка начинает светиться уже ярким светом, а не мелькает вот так вот. Я ей передаю, что ее рационально... Она буквально вот так нежно-нежно опустилась вот там из сектора миссии и достает себя. И я ей передаю, чтобы она посмотрела в тот момент, когда она была внутриутробно у матери в животе. И когда мать это... вот мать смотрит, она передает эту информацию, как мать вот так раз, как будто бы подняла кофту, да, и смотрит. Это не кофта, это такой, как знаешь, фартук какой-то. И смотрит на живот и видит своего ребенка, что она передает эту генетическую гадость ребенку, информационную. И я ей передаю, что если она хочет, она может освободить свою дочь в том моменте, отказаться передавать ее родовые программы, а Юлия пусть отказывается принимать. И я вижу, как эта маленькая девочка, которая там была, стала такая, как маленькая воительница, встала на ножки и вот так закрыла тот портал, посмотрела на этот палец и говорит отцу: «Папа, ты прав». Что толкнул? Нет. Вот это внутриутробно было, где мама спорила что-то с отцом. Когда спорили, понял. Да, она внутриутробно. Говорит: «Папа, ты прав». Так, хорошо. Вот эта ситуация, когда она молилась этому Ленину, пусть она откажется, передаст брату Жене эту информацию, изменит эту ситуацию. Я ей показываю, где на самом деле источник ее силы, куда она должна направить энергию, чтобы помолиться. И я вижу, что в тот момент она низко-низко была, и какая-то ее часть, вот когда она молилась, был перехвачен ее сигнал этим Лениным, то есть этими убеждениями, и какая-то только тоненькая часть все-таки дошла до ее высшего «Я». И считывается, что она записалась в тот момент на прием. Кому? Сама к себе. То есть на тот момент, хоть она и энергия ее сознания, обращение, фокус пошел по тем навязанным программам, которые были внутри, то ее божественная часть все равно проявилась, как бы ее не закрывали там. И она записалась на прием. Я слышу к исследованию. Так, к расследованию. Так, интересненько. Как это записаться? Что это за процесс, да? Она говорит, что ей нужно было 22 года, чтобы получить изумление. И какое изумление? И я вижу, что она как будто осознает, что она сидит, ноги ее вот внутри в этом портале, как во рту какой-то змеюки. И вот это зеркальце, вот эта потерянная душа. И она говорит: я знаю, что делать. Мой ресурс. Она видит, то есть подсознательная часть начинает осознавать
ее порыв, ее призыв быть освобожденной. Она начинает осознавать, и начинается путь к освобождению. Она говорит, так и говорит, что нашла себя, нашла путь к себе, разорвала контракты или разорвать контракты. Угу. То есть я вижу, что это идет работа на уровне программ. Сейчас нужно посмотреть, по какому контракту еще этот дух тревожит ее. Так, вот этот контракт. Она говорит, вот это, что я слышу, не уличила братьев. Помнишь, на прошлых сеансах она хотела оставить эту светлую любовь к Константину. То есть зло, вот как... теперь понятно. Теперь вот этот, понятно, этот дракон, да, это дракоша. То есть она отрубывала как бы на сеансах эти головы, а одну все равно оставляла постоянно. И все остальные начинали отрастать. Угу. Вот. И сейчас я вижу, как она, как будто бы этот же черный штырь, который у нее вот так с правой стороны был, как меч, она втыкает в эту всю систему и в этого дракона. И вижу, как от нижних чакр буквально такие, как веревочки, такие светящиеся. Ну, я не знаю, штук идет как 120 ниточек. То есть потеря энергии к тем всем людям. Я ей передаю, что ее рациональная часть раскаивается и отсекает все подключки, привязки, отказывается принимать в ее пространство всех людей, друзей, подружек, кого она обидела. Пусть она восстановит целостность и гармонию своей души. И я вижу, какая-то ситуация меняется, как будто бы какая-то женщина сидит или девушка и как бы подзывает к себе таких, как детей, осчитывается друзей светлых. Я передаю, чтобы она изменила все ситуации и поменяла ее жизненный опыт таким образом, что она умеет с самого рождения дружить, любить, чтобы она могла сейчас, если она хочет, родиться заново в таких условиях, чтобы ее разум, ее душа оставались чистыми, божественными, и чтобы она оставила себе только положительный опыт, а все эти привязки, подключки, все эти цепи, пусть она отправляет в портал на полную аннигиляцию. Я вижу, как она буквально отвязывает с нижних этих чакр вот этих упырей. Я ей передаю, что это ее воля, и чтобы она наполнялась светом, гармонией, счастьем и восстанавливала целостность и здоровье всех ее энергоструктур, физическое тело, эфирные тела. И вижу, что она так глубоко вздохнула и как вышла с этого подземелья, так как будто вот такая булька большая, так вышла с этого нижнего пространства, ее энергосфера вот так еще вот так колышется. Я ей передаю, чтобы она поднималась в энергии света истины, истинной любви, гармонии, процветания, благополучия, чтобы она восстанавливала целостность ее энергосистемы всей, убирала с ее пространства все подключки, программы чужеродные, она отказывалась. И вот этот образ, эта навязанная программа преклонить колено перед этим предложенным дьяволом столом, оно ушло.
И эту таблетку она как будто бы съела. Сейчас я посмотрю, что это за таблетка. Я передаю, чтобы она вернула себе только то, что принадлежит ей. Опять вспять пошло все. Чтобы она убрала этот генетический фокус на зло и уничтожила этих всех упырей и этого кадуцея. Пусть она очистит свою генетику от информационного мусора, от генетического чужого материала. Я вижу, как с нее выходят эти черные энергии, и она им говорит: я больше не ваша. И снимает с руки черное кольцо отсюда, а внутри это кольцо как будто бы гравировка такая и каким-то адским огнем горит. Так, что это за кольцо? Что это за энергия? Она считывается как любовь, и вот так как маятник дын-дын, вот с правой стороны. Так, а с левой стороны в секторе магии кто-то есть? Приказываю проявить согласно физической ДНК. Голову как-то так то ли погладил, то ли что. Так, Константин. Константин. Угу. Что-то у него какой-то камзольчик в клеточку весь странный. И шапочка такая в клеточку. Приказываю этому Константину отвечать, что он делает в пространстве над Юлией. Он говорит: я ее рикошетю. Так, что это он делает? Что значит рикошетит? Приказываем отвечать. Он как будто бы ее с какой-то катапульты выстрелил, какую-то черную энергию в нее, а она как ее какая-то часть от этого как-то отрикошетила, и она в какое-то пространство полетела. Рассчитывается пространство искаженной любви. Она как будто бы через такую, как вылетела на какую-то гору. Вот это снова гора какая-то вот с правой стороны, которая как растет из этой преисподней. И на этой горе такой шпиль, и она как будто бы на сердечная чакра, вот как этот шпиль, как продел ее. И она вот так вот висит. Ну, как это? Вот так на спине. Ноги сюда, руки сюда. Вот. И говорит, что он достал ее иглу. И берет эту золотую энергию, этот стержень, и как будто бы в левый карман положил, и она ушла, именно я вижу, как в то яйцо. А игла такая, вот как золотая, как будто бы иголочка, но она такая, как вот как кадуцей. Считывается генетическое совершенство. Генетическое совершенство разума. Разума души. Давай, Виктория, посмотрим, что на физическом плане происходило, когда этот Константин ее срикошетил. Что это было за событие? Ну, это связано, вот это какое-то событие, как будто она ему так бросилась на шею сама. Так. А он фактически не ему, а этому демону, этому черту с этими копытами, с рогами. То есть она притянулась, ее программы, скажем так, притянулись на его программы. И таким образом она как бы распяла себя.
свою божественную душу. Теперь понятно. Мгм. То есть она предала свою божественную душу, продала ради вот этих ложных ощущений любви. То есть это болезненное с детства неудовлетворенное чувство защиты и любви. То есть толкало ее буквально искать это там, где этого нет. Мгм. Потому что фактически эти негативные программы искали удовлетворение их. То есть таким образом она не могла найти истинную любовь. Потому что истинную любовь может найти только открытая чистая душа. Виктория, ты ранее говорила, что вот это у нее какое-то письмо уйти из жизни, решила умереть весело. Что это за решение умереть, уйти из жизни? С чем это связано? Ну, я тебе скажу, вот она написала так аспекты, без, одни пожелания. И оно похоже, вот она как бы это отображает ее внутреннее состояние. Тут как это завязка на этих всех программах. То есть это столько всего много было, что это сформировало такой, считывается как быт. Хорошо, пусть Юля откажется, он отказывается и откажется вешаться на шею этим программам, этому Костику. Пусть она восторгает контракты и возвращает ее. Она вот написала: «Я тебя не люблю». И тык ему на лоб. А у него из лба как рог растет. Она это тыкнула, ее решение, и я вижу, она выходит с этого пространства, где она как бы накололась на сердечную чакру. И вижу, как ее сердце буквально как будто бы генерируется, как будто бы собирается с каких-то вот с пространства, формируется ее живое сердце, оно было ранено. Там такая рана. И как бы разбитое сердце, буквально вот это. И это не он разбил, это она разбила. Потому что программы на программы притянулись. И я вижу, что это сердце генерируется, и буквально с этого сердца такая, как завязывается, как эта иголочка золотая. И она вот так растет, растет, она вот так вот отсюда. Там точечка такая есть, сияющая. И вот так растет вот сюда. И просто вытесняет вот эту всю, считывается халабуда, то есть как крыша на голове, да, вот это гнездо, оно так разваливается, а это золотая, так и считывается, золотое сечение души, оно вот так просто прет вверх, растет и наполняет ее всю, и включается Тор. Считывается как возвращение жизни. Я ей передаю, чтобы она вот этот в нижней чакре источник зла убрала, отказывалась принимать его в ее пространство, во всех воплощениях, мерностях, и чтобы стерла со всех информационных полей любые соглашения соприкасаться со злом. Вот оно как шмякнуло, отошло от нее, буквально вылетело. И вдруг она берет руками, вот там это будущее, куда эта тень падала. И она как это зеркало берет, а там в этом зеркале с обратной стороны как такой рог большой. И она этим же рогом вот сектор интерферентов, и там закрутилась черная энергия, оторвалась, а вот это плоское зеркальце
превратилось в шар. Но оно так быстро, вот по этим вот, отсюда сюда, потом сюда, где принятие решения, все превратилось в такой сияющий шар. Снова я слышу, нашла себя. Вот это, записаться на прием. То есть вот этот призыв ее воплощенного разума услышала душа, и пошла работа, и вот сегодня она освободилась полностью. Считывается окончательно. Ушла программа зависимости к антимиру. Я передаю, чтобы она призывала вот это змеиный глаз, чтобы она этому змею Люциферу приказывала убирать его же руками, его матрицу, все его воздействия. Я вижу, как с ее дома буквально вот так сползает эта черная энергия, как этот портал с шариком. Вот. Переносится вверх, окна как будто бы моются. Я передаю, чтобы она сейчас очистила каждую частицу ее божественного пространства, ее души, физического воплощенного тела. Все, что касается ее рука, ее разум, все ее вещи. Вот снова услышала звук битой посуды, которая посыпалась в сектор магии. И эта штука с Наташей ушла. Подарочки. Да. Пусть Юлия отдает карму всем этим интерферентам, духам, программам. Она вышла и вот так стоит, как будто бы держит свое пространство руками и ногами. И слышу, идет от нее: «Я любима». Ну, конечно, любима, потому что каждая живая душа рождена энергией любви, и там всегда есть вот это взаимодействие. Любовь к себе и любовь к внутреннему своему пространству, к внешнему, и этот отклик от божественного пространства. Вот эта гармония всегда есть, присутствует, и так оно считалось. Я любима. Вот этот истинный свет, да, я ей передаю, чтобы она убрала вот это снова какая-то медитация, вероятно, неправильная медитация, чтобы она направила все ее внимание, весь фокус ее внимания на исцеление изнутри, потому что в ней самой есть вся сила, гармония и решение всех задач. Сейчас я посмотрю в том моменте, где эта девочка внутриутробно была. Вот она развивается, нормально, все хорошо. Я передаю ей, что она во всех точках своего жизненного пути любима божественными иконами Вселенной, Всесвятом чистым, первоисточником и божественными душами, чтобы она отвергла вот эту энергию нелюбви к себе. Ну, я слышу распутство, потому что когда мать не обращает внимания на ребенка, то это и есть духовная проституция, распутство. Потому что таким образом мать продает своего ребенка и продает себя как божественную душу, идет на поводу этих темных программ, как бы выбирает своим отцом, своим проводником и мужем не божественные иконы, а вот эту всю дьявольскую систему порабощения. И эта маленькая девочка вот так отмахнула, говорит: «Отказываюсь верить вам». Я ей передаю, чтобы она посмотрела на свою божественную душу и верила только в себя, в ее божественные силы, потому что она изначально чистая, божественная и прекрасная, поднимается вверх, как ангел, как крыльями. Вот вместо этих поломанных синих крыльев я ей передаю, чтобы она сейчас стерла со всех информационных полей весь ее негативный опыт, всю эту память негативную, и сошла, я слышу, с рельс
этого автопоезда, да, и чтобы она взяла в руки ее божественную жизнь. Она буквально как разорвала, как обруч вокруг себя, черно-синий, и выходит, поднимается вверх. Поблагодарила, говорит, благодарю. Я ей передаю, чтобы стерла со всех информационных полей, очистила все ее пространство и наполнялась энергиями любви, гармонии, счастья, благодарности. О, сейчас она говорит, меня много. Да, энергосфера стала правильной формы. Вижу, как она вот посмотрела свысока на свою постель. А у нее вот эта программа была как бы с левой стороны, как черное чучело там лежало. То есть вот это чучело, что символизирует неправильные отношения, неуклюжие отношения с противоположным полом. То есть те отношения, которые не приносят счастье, гармонию и радость. И она берет вот это за шкирку его и выбрасывает. И это место засияло. Так, все чисто. Так, еще какая-то подключка к нижней чакре, тоненькая осталась, в сектор магии пошла. Я вижу там ее черной энергии. Она у кого-то то ли гадала, то ли что-то, то ли хиромантия, вот что-то такое. И она улыбается там. Просит помощи у какой-то знахарки. Кто это знахарка? Приказываю ей отвечать, кто она такая. Пусть назовется. Она сама у себя, вот эти черные программы с ее лицом. Угу. Так, что-то гадала. Считывается, как подставить, как подножку, знаешь, чтобы упасть. Что-то делала. То ли гороскоп какой-то, то ли что-то такое. Выуживала правду. Да, что-то пыталась узнать эзотерическим путем. Я ей передаю, знает ли она сейчас, кто руководит судьбой на самом деле, вот, если верить этим эзотерикам, да, то есть этим программам, а на самом деле все в воле самого человека. Я вижу, как она снимает этот эзотерический платочек магический из себя, а он как будто бы каменный. Она это снимает, считывается, и ее лицо, которое там было, исчезло, оно разломалось. Считывается как навязанные иллюзии. Навязанные иллюзии разума. Теперь понятно. То есть она потеряла свою частицу божественного разума, а вместо этого получила навязанную иллюзию разума. Какая-то, я не знаю, то ли книжка, то ли что-то. Я слышу КТ. А что такое КТ? КТ, то ли что-то связано со здоровьем, что-то вот это. Это процедуры какие-то медицинские, по-моему, КТ. Не знаю, что это такое, четко не видно, просто оно все черное. Я ей передаю, что весь ее разум, вся сила и все здоровье в ней самой и в гармоничных отношениях с Первотворцом. И я вижу эти детки, которые там молились, вдруг это увидели, этого дедушку Ленина, который там почернел весь. Вот он проявился, то был как ледяной, а сейчас вот это портрет ледяной, и он привязан к этому трупу Ленина. Я вижу, как они бьют, снимают эту икону и прекращают, то есть отменяют молитву, потому что я вижу, во время молитвы у нее вот этот рог пророс.
такой же рог, который вот у Константина был. На этот рог оно и при отсутствии ориентиров, отсутствие божественной защиты, и как бы она просила силу, да, а получилось, что попросила не божественную силу, хотя там тоже сигнал пошел слабенький, но пошел. Вот. Она отказывается это делать. Я вижу, как она топчет это ногами. Да, я слышу революция. Да, революция, в результате которой пришли маги и колдуны к власти. Вот. Я передаю, чтобы она отказывалась соприкасаться с этими энергиями и вынула все эти эзотерическую ересь, веры в этого Ленина и так дальше. Да. А маленькая девочка села на диван, читает книжку, а папа с мамой там дерутся. Они спокойно себе смотрят, а эта энергия подтрунивает отца и пальцем показывает: убей ее. Это я уже второй раз слышу, еще вначале слышу. Она спокойно себе сидит, я ей передаю, что это отношение ее родителей, они взрослые люди, пусть решают их проблемы сами. Вижу, как она выходит просто вот в сектор Первотворца, и вот эта девочка маленькая спасена. Вижу это лицо Юлии расплылось в радости, в улыбке. Хорошо. Так. И она показывает себя, вот как будто бы у нее такая прозрачная красивая одежда, и говорит: ну вот, я свободна. Замечательно. Говорит, что еще нужно ей поработать. Показывает какие-то маленькие портальчики, которые она заклепывает. Я ей передаю, что она сейчас может перенестись в тот момент, когда она станет совершенно совершенной. Я слышу благородной, такой, какая она хочет быть совершенной на все 100%, вернуть свою первичную божественную чистоту, гармонию, здоровье, святость. Вот, пусть она зайдет в этот момент и остается в этих высочайших вибрациях у себя дома, в обители Первотворца, в обители конов Вселенной, божественного разума. Ну, работа идет. Вижу, как она снова как будто бы перекусила какой-то провод. Поднимается вверх. Так, еще какая-то прозрачная штука, подключка к нижней чакре. Я ей передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей эти подключки, приказывала интерферентам убирать, забирать их руками. Все вот эти воздействия. Я вижу, как какие-то как гопники там подговаривали ее, вот что-то такое, чтобы она отвергала это все. Да, она это делает. Хорошо. Да, заросла вот так это место подключки. Я передаю, чтобы она полностью очистила ее пространство, восстановила целостность и гармонию. Слышу, я живая, она говорит. Здорово. Вот и воскресение живых. Так, Юля хотела помочь посмотреть, в каком пространстве умершая бабушка Дарья. Давай посмотрим, где находится. Я вижу, что она как в темном пространстве и руку тянет, и просит: помоги. И говорит, что она была убита. Говорит, что она была убита дьяволом. Я передаю
Юлии, чтобы она передала маме, бабушке, чтобы Бабушки. бабушка вот эту всю информацию. Угу. Алгоритмы освобождения, информацию из наших сеансов. Я вижу, что она там в каком-то пространстве идет, как будто бы тянет за собой такой рюкзак. Я ей тоже говорю, что этот рюкзак навязанный, это не ее энергия. Пусть она забирает с этого рюкзака ее энергии, ее решения, всю ее святость, все, что она получила при сотворении ее божественной души, а все, что не соответствует этим конам божественной чистоты и гармонии, пусть приказывает убирать то, кому это принадлежит. Ну и произошел такой, как квантовый скачок, и моментально она очутилась такая огромная. Я ей передаю, чтобы она не надо на меня смотреть, пусть уходит. Я передаю. Закрывает порталы, да. Туда, где отдыхают души. Не надо со мной говорить. Она говорит, что она меня знает. Я говорю, чтобы она не тратила свою энергию, ей нужно уйти туда, где отдыхают души. Юлия говорит, уйди, пожалуйста. Я говорю Юлии, где у нее подключка к бабушке? У нее есть подключка к бабушке, вот поэтому она не уходит. А у Юлии вот так в правой руке как будто бы шарик такой, и там подключка. Так. Когда образовалась эта подключка, что происходило на физическом плане? Я вижу, что бабушка кого-то ударила. А Юля как будто бы это видела и вот так как бы отпрянула. А что, может, бабушка ее ударила? Я вижу, что бабушка замахнулась, и вот это движение руки, оно как осталось у Юли, как незакрытый гештальт. Я передаю ей, чтобы она изменила эту ситуацию. И вдруг Юля встает, и она говорит, я не виновата. Вот так резко встала, так, и что-то рассказывает, и пальцем показывает вот на... Снова этот палец, только она уже светящимся пальцем показывает на тот открытый портал. Вот, и показывает на этот открытый портал, на это зеркальце и на этого вот в этой шляпе. А бабушка так... Ну да. Я передаю Юлии, что она сейчас может всем в доме показать, дать эту информацию, кто на самом деле их боями там домашними управляет, и пусть они отказываются принимать участие в этом шабаше буквально. Так, я вижу, как она эту руку берет и уводит. Я передаю, чтобы Юля в этот момент отказывалась, убирала эту привязку, отсекала ее от бабушки, от всех абсолютно людей, очистила ее пространство. И в этот момент, так, пусть бабушка уходит. Пусть бабушка уходит, Дарья это закрывает за собой портал, за ней портал. Я вижу, как она держит, как огромные книги, информацию. Я ей передаю, чтобы она закрывала порталы. За ней тянется шлейф там еще. Не закрывается дверь. Я ей передаю, чтобы она вернула все частицы души. Она может сейчас отказаться взаимодействовать с антимиром, если она хочет таким образом освободить весь ее род от зависимости от этих негативных программ. Да, я вижу, как изо рта как будто бы такое гнилое зерно выпало у нее, и она говорит, что она уличила себя во взаимодействии с этими. Все, я вижу, как эта тюрьма закрывается.
Бабушка полетела. Я ей передаю, чтобы она закрыла портал. Закрыла портал. Хорошо. Пока-пока. Выглядывает, да. Прощаемся. Все, закрыла портал, все хорошо. Мгм. Я очищаю все пространство. Передаю Юлии, чтобы она очистила все ее пространство. Наполняла весь ее физический мир, духовный, эмоциональный, светом, гармонией, чистотой, изяществом. Это мне идет простотой, изяществом, гармонией. И вот этот стержень, он вот так вот, как золотой, вот это все включает Тор. Оно так раскручивается, вот так вот раскручивается эта энергия, образуется Тор. Считывается сила разума. Все, Мгм. нет ничего плохого, все ушло. Главное сейчас работать над тем, чтобы тело по инерции может повторять те привычки, да, поступать каким-то образом неправильным, то есть не идти на поводу физического тела и эти неосознанные реакции заменять на осознанные проявления доброты, любви, то есть поменять в себе эту энергию любви, наполниться этой энергией любви, гармонии и действовать в согласии с своими новыми правилами. Мгм. Поднимаемся все вместе максимально вверх. Да, какая-то маска уходит от нее, огромная маска красно-коричневого цвета. Слышу, дура. Я говорю, пусть она приказывает маме убирать все ее воздействия, а Юлия пусть отказывается принимать родовые стереотипы поведения, родовые программы. Вот. Я вижу, как из ее сердца считывается изюминка. Ничего себе, изюминка черная, как зернышко выпала. И в этот момент свет вот так распространяется, как фонтан вырывается. Я передаю, чтобы она раскрыла весь ее потенциал. Не может все в один момент. Нужно постепенно. Главное держать фокус внимания, направление и действовать, да. Кто-то там еще пытается вот заглушить этот поток света, какие-то программы. Слышу недоверие к себе. Тянется в сектор магии. Снова мама проявилась. И какая-то учительница с указкой. Как будто бы бьет ее по голове кто-то. Пусть приказывает им забирать их воздействие, этим их духом, программам. Отказывается подчиняться. Заглянет в себя внутрь, какая она красивая и прекрасная. И пусть не позволяет другим издеваться над ней. Вижу, как пошел диалог ее подсознания. Ее высшее я говорит с ее проявленным духом. И она себя как бы поддерживает, говорит, ты такая молодец. Они как будто бы обе вместе идут. Одна как высшее я, как ангел, а другая такая, как еще обиженная, с такими энергиями красноватыми, то есть еще есть. А она говорит, ты же свистнула. То есть дала сигнал. То есть она как бы вот этот внутренний диалог. Я передаю, что в ее силе сейчас переформатировать ее энергетический фон и убрать все низковибрационные частоты, настроить себя правильным образом для гармонии, счастья, любви, процветания ее божественной души и ее физического тела. Да, она соглашается. Я молодец. Конечно, молодец. И она говорит, я ушла от дракона.
Здорово. Это Ушла главное. от упырей, ушла от дракона, ушла от всех. Я ей приказываю, что пусть не приказываю, а я ей говорю, чтобы она приказывала им убираться и вообще, чтобы она поднималась в недосягаемые вибрационное пространство вместе с всем, что ей принадлежит. Все, что ей дорого, все, что ей принадлежит, пусть она наполнит своим светом, гармонией и чистотой. Да, все хорошо. Угу. Отлично. Тогда спроси у Юли, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она говорит, что главное, что бабушку отвязали, и вот это показывает. Ну, это тоже, конечно, главное. Хорошо, тогда благодарим Юлию, прощаемся с ней. Да. Поднимайся, Виктория, максимально вверх. Отсоединяйся от всех и всего. Да. Проверяй твое личное пространство. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговаривать и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2,